Приветствую, друзья! Пришла очередь поговорить и о наследниках. Где получить, как прокачивать и остальная информация, которая поможет стать вам сильнее в игре Dragon Rage. Приготовьтесь, налейте чай, кофе, возьмите вкусняшки. С вами все так же Нелла. Погнали! Что же нужно знать новичку в Dragon Rage о наследниках? Во-первых, это отдельные NPC твоей команды, которые будут сопровождать тебя везде и всюду, и помогать в бою как в PvE, так и в PvP. Во-вторых, одновременно в команде могут быть трое наследников, но в бой они входят по очереди. В-третьих, наследник имеет собственные параметры и может превосходить даже реального игрока по силе. Также он делится с родителем определенным процентом своих основных и дополнительных атрибутов резонанса. Давайте начнем с самого начала, с зародыша. Чтобы получить первого наследника, нам нужен 55 уровень. И далее переместиться в локацию церковь и найти NPC центральный администратор. Начав с ним диалог и выбрав нужный пункт, вам откроется меню, в котором вам нужно заплатить 450 алмазов за создание зародыша. После появления зародыша идет пункт развития, разделенный на два этапа: увеличение роста и медицинский осмотр раз в сутки. Далее, достигнув нужного количества опыта, возвращаемся к NPC администратору и сообщаем о рождении наследника, тем самым получив уже младенца. На этой стадии вам нужно держать в норме показатели кормления, игры, чистоты и комфорта, для того чтобы наследник рос быстрее. Также вам станет доступно создание следующего зародыша. Данные этапы являются самыми скучными и не требуют от игрока ничего. Еще один момент, который хочу отметить, это создание парного наследника с другом. Как по мне, бессмысленная затея, так как ничего особенного это не дает. Да и в дальнейшем, если друг бросит игру, парное действие наследников, то есть путешествие, будет невозможным. Пройдя два начальных этапа, начинается этап развития и роста наследника, в котором его можно улучшать и отправлять в путешествие. Этап развития, стадия с 0 по 90 уровень, имеет все те же возможности, что и наследник на этапе роста, но за исключением того, что не может участвовать в бою и не имеет навыков и снаряжения. Также с этапа развития наследника начинает увеличивать боевую мощь родителя. Обо всех улучшениях поговорим на этапе роста. Этап роста, финальная стадия. Ваш наследник сопровождает вас и помогает в бою. Добавить в отряд наследника можно в специальном меню под их иконками. Само же повышение уровня происходит в главном окне наследников. Тут же расположены и другие меню улучшения, начнем по порядку. Меню способность. Здесь мы улучшаем параметры наследника, за что отвечает каждый пункт мы можем прочитать, если нажмем на ресурс улучшения. Сами же ресурсы падают за выполнение ежедневных заданий, а также для наследников, как и для питомцев, существует отдельный ивент, где в основном падают ресурсы для улучшения наших наследников. Проводится он в понедельник в 21:00 по серверному времени и называется Пик Якудза. В чате вы можете увидеть обозначение Яку. Иногда, отправляя наследников в путешествие, они также могут приносить в награду вам ресурс для улучшения способностей. Также их можно получить за битву ветров в субботу. Меню судьба. Здесь у нас расположены кристаллы судьбы, при улучшении которых повышаются также параметры наследника, но вдобавок открываются слоты для навыков и чипов резонанса, что является одним из главных пунктов, чтобы сделать вашего наследника сильнее. Ресурсы для его улучшения также можно получить за ежедневные задания и путешествия наследников. Единственное, что нужно помнить, что для каждого наследника свое колесо судьбы, как и все остальное. Меню резонанс. Данное окно отвечает за установку чипов, которые дополнительно будут передавать родителю, то есть вам, определенный процент атрибутов наследника, в зависимости от редкости чипа, которых тут 4. Замена чипа на более сильный уничтожает слабый чип. Помните это, когда решите заменить чип. Для того, чтобы открыть ячейки, как я и говорил ранее, вам нужно улучшать судьбу. Сами чипы вы можете либо купить в магазине за алмазы, получить с пика Якудзы, или за повышение уровня путешествия. Меню навыки. Состоит из 3 активных навыков и 6 пассивных. Ячейки открываются также по мере улучшения судьбы. Начнем с пассивных навыков. Они отвечают за повышение урона наследника, дебафа врага и баф родителя, то есть вас. Активные же навыки разделены на два типа. Верхний и правый навык отвечают за нанесение урона и дебаф врага. Левый же навык отвечает за поддержку родителя.
И тут дам совет. Каждому наследнику стоит установить навык связывания, так как он позволит восстанавливать здоровье в случае, если вы получили смертельный урон. Если повезет, установите навык выше по качеству. Ставить навык слабее не имеет смысла, если только вы просто играете на повышение боевой мощи. Навыки вы можете получить с помощью пика Якузы, либо купить в магазине за алмазы, или за обмен очков капитана, которые вы получаете, когда, будучи лидером, вводите игроков на ежедневные задания. Меню путешествия. Рассудки вы можете отправить наследника в путешествие. По возвращению он принесет вам либо ресурсы для его улучшения, или же предмет коллекции, который дает вам атрибуты и повышает боевую мощь. Также за повышение уровня путешествия вы будете получать награды. Тут поясню, что такое пыль Б. С ее помощью мы можем получать эмблемы времени, тем самым повышая атрибуты и боевую мощь. Для этого во вкладке путешествия переходим в шкаф и выбираем эмблема времени. Тут за пыль Б мы и покупаем те самые эмблемы. И возвращаясь к наградам за уровень путешествия, то за него вы будете получать ресурсы для улучшения наследников, пыль Б и самое главное ЧП резонанса. Вкладка гардероба касается только любителей моды и ничего особенного не дает. А вот что касается снаряжения наследника, оно играет также важную роль. Ведь оно отвечает за повышение атрибутов наследника. Снаряжение можно получить только изготовив его за специальный ресурс – кристаллы, которые вы можете получить, проходя колесо судьбы, начиная со 105 уровня. Также при синтезе кристаллов вы будете не повышать его уровень, а наоборот понижать. Данный способ применяйте, если хотите одеть наследнику снаряжение лучшего качества, так как на изготовление более низкого уровня снаряжения требуется меньше кристаллов. Но рекомендация личная от меня – оденьте снаряжение одному наследнику. После повышения уровня снаряжения более низкий передавайте другому наследнику и так далее. На этом общий гайд для новичков по наследникам заканчивается. В конце хочу лишь добавить: улучшайте своих наследников равномерно. Определите порог, до которого вы улучшите одного наследника, и приступайте к следующему. Это нужно для того, чтобы в бою каждый наследник был достойной заменой павшего, и от него был толк. На этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Вы все так же можете поддержать меня лайком и подпиской, или при желании поддержать канал средствами. Ссылка на Donation Alerts будет в описании. С вами был Нело, пока.